Всем привет, ребята! Сегодня с вами снова я, Виолетта, и вы на канале Дневник Мечтателя. И сегодня, по просьбе моей одной подписчицы, я порекомендую вам интересные дорамы. И на первом месте моя самая любимая дорама — это «Моя девушка-единорог». Там рассказывается про девушку, которая училась в университете Люе, и хотела там остаться из-за того, что училась раньше ее там мама. И занималась легкой атлетикой, но ее не взяли. Потом выяснилось, что ее взяли в хоккей, в мужской хоккей. И ей пришлось притвориться мальчиком, потому что туда берут только мальчиков. И поэтому она притворилась им. И вот встретилась с землянем и влюбилась в него. Ну и он в нее влюбился. Постепенно друг в друга влюблялись, а он притворялся, что не знает, что она девушка. Он давно уже узнал, боялся, что не знал. Там очень интересно, поэтому смотрите. Второй дорама — это «Сад падающих звезд». Начинается все с ненависти. Дао Минси сначала ненавидит Дон Шинцзян, как и она его, но потом они постепенно друг в друга влюбляются, делают подвиги, друг друга спасают, помогают. Потом встречаются, становятся парой. Он в нее сразу влюбился, а вот она его нет. И он дал ей время, чтобы в него влюбиться. Все-таки она в него влюбилась, и они поженились. Еще их преграда была мама Дао Минси. Она была против. Но потом все же она осталась, потому что они оба морили себя голодом. До смерти морили себя голодом, ничего не ели и не двигались. Она стояла на месте на улице, не двигаясь, а он ничего не ел, не выходя из комнаты со своей. Но все-таки она осталась, потому что их друзья им помогли. И она стала хорошей, опять доброй, и все закончилось хорошо. Третья дорама «Будь смелый». Тоже очень интересно, но я не буду спойлерить. Просто смотрите. И четвертая дорама «Ложь во имя любви». Они работали на работе вместе, влюбились друг в друга помогали. В общем, тоже. Пятая дорама — это «Клятва любви». Там тоже про любовь, естественно, как и во всех дорамах. Тоже заходите смотреть. Очень интересно. Мне понравилось. Шестая дорама — это «Искра ритма» или «Ритм моего сердца». Так это называется, да. Тоже очень интересно. Ну, что я вам буду рассказывать? Просто я смотрела, и мне понравилось. Мне вообще нравятся все сериалы, все дорамы, все, что связано с любовью. Да. Шестая дорама. Вот я начала ее только смотреть. Она мне понравилась. Она только начала. Называется «Кто правит миром». Тоже прикольный. Восьмая дорама — это «Подозрительный партнер». Так получилось, что они случайно познакомились, еще потом вместе работали. Он предложил встречаться. Оказалось, что вот этого парня умерли родители при пожаре, а он думал, что пожар устроил отец этой девушки, но на самом деле он спас вот этого парня, как выяснилось. Вот. И у них начались отношения, и так они полюбили друг друга. Девятая драма называется «Императрица Ки». Там очень познавательно. Там она сильная, она притворялась мальчиком. Она училась стрелять, драться. Настоящий супергерой, любого может спасти. Но и в итоге она влюбилась в одного императора. Он был не император. Влюбилась в него, потом его забеременела, в общем, любила его. Но ему пришлось уехать, а ей пришлось остаться. Она пошла работать, чтобы ее взяли на работу к императору. Получается, что император в нее влюбился, но она императора не любила. И вот этот император убил ее возлюбленного. Да. После этого она
осталась с ним жить, я в шоке. Да, но когда сын подрос, ему там 10 лет было, он умер, к сожалению, от болезни. Вот. Да. Такие печальный, можно сказать, конец. И еще 10. Ну, это не то чтобы дорама, это вообще не дорама, это сериал, но тоже интересный. Я решила его положить сюда, потому что он один такой. Я не стану снимать отдельный ролик, чтобы отдельно не говорить. Вот, и это сериал индийский, тоже про любовь, там много очень про любовь, там с ненависти тоже начинается. Ну, про Зою и Ахмед Хан тоже с ненависти началось, но мне больше понравилось Санам и Ахиль. Санам — это дочь Зои и Ахмед Хан. И у Санам была сестра-двойняшка Сехир. Они все втроем, Зоя, Сехир, Санам, они очень похожи. Да, и у них у всех есть пара. Лиза выбрала, ей понравилась больше Сехир, а мне Санам. Вот. Все закончилось с 3-м сезоном. Все они погибли в итоге. Танвир ее звали, она хитрая, она готова была убить всех, и в итоге она убила всех. И семью Зои, Ахмед Хан. Топ-10 классных сериалов. Поэтому смотрите, пожалуйста. Мне очень понравилось. Да, пишите в комментариях, что мне еще снять. Я могу, у меня в ТикТоке, ссылку на ТикТок я оставлю в описании. У меня есть там фильмы, английское название и, конечно, перевод. И очень интересные фильмы, там 2 части, но вот я недавно посмотрела несколько фильмов и скоро выложу 3-ю часть в ТикТок, поэтому, ну там просто название. Если хотите, напишите в комментариях. Я могу в YouTube тоже снять, и только уже не просто снять обложку фильма, а именно отрывки с фильма. Интересно, чтобы вам было интересно смотреть, поэтому напишите в комментариях, стоит ли мне это делать. Еще я могу порекомендовать вам игры на PlayStation, поэтому пишите, если надо будет. И вообще, мне очень было приятно, что ты мне написала в комментариях. Спасибо тебе. Поэтому мне очень приятно, что мне пишут в комментариях, поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях. Я обязательно прочитаю и отвечу на все ваши вопросы. Постараюсь снять все, что вы мне порекомендуете. Игры на PlayStation. Еще могу снять Майнкрафт. Да, я скачала Майнкрафт какой бота. 68 модов. Если хотите, могу снять, как скачать. Но, в принципе, в Ютубе можно найти. Но если вы хотите именно здесь посмотреть, могу снять обзор на эти моды все. Поэтому спасибо всем за просмотр, а на этом все. Жду комментарии. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Дорамы действительно интересные, поэтому обязательно смотрите. Особенно вот эти 2, что я сказала. Сад падающих звезд и моя девушка единорог. Обязательно их посмотрите. Те, кто любит дорамы. Вот, не забывайте подписываться на меня, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем спасибо и пока-пока.